Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке мы будем вязать вот такую ручку для сумки. Она очень простая в исполнении, но смотрится очень красиво. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Приступим к вязанию. У меня полиэфирный шнур 3 мм и крючок 3,5. Желательно такой ремешок не вязать из толстой пряжи, он будет не очень красиво смотреться. Можно вязать из рафии, из тонкого полиэфирного и хлопкового шнура. Нам нужно будет сделать кольцо амигуруми и провязать в него 5 столбиков без накида. Если вы уже вяжете этот ремешок для пришива к сумке, естественно, нужно оставить хвостик, которым вы будете пришивать его. Также оставляем хвостик в начале и в конце. Я не буду оставлять. И вяжем в кольцо 5 столбиков без накида. Провязали 5 столбиков, стягиваем кольцо. Вязать мы будем вот за наши задние столбики, то есть переворачивая наше кольцо, будем провязывать вот за эти вот дужки задние, да, за столбики. Обычно, как спереди мы вяжем воском, но теперь мы будем вязать за них. Переворачиваем кольцо, и вот так вот нам нужно его сделать, как смять, так сказать. Переворачиваем. Сейчас я покажу, куда будем вязать. Вот у нас 2 столбика. И нужно вязать вот во второй столбик, который дальше от крючка. Вот он, первый столбик. Да? Вот вторая часть от столбика, да? Вставляю крючок во вторую перемычку, дальше от крючка, которая. Вставили крючок во второй столбик и провязываем столбик без накида. Также идем в следующий. Вот он, следующий столбик. И во вторую перемычку, которая дальше от крючка, также вставляем крючок. Вставили крючок и провязали столбик без накида. Таким образом мы вот вяжем до конца ряда. За вот эти задние перемычки. Вяжем до конца, где вот наша ниточка. Провязали, вот где наша нить, тут тоже вот он, этот столбик. В него также за вторую мы провязываем столбик, за вторую перемычку. Далее, вот она, следующий столбик, также вяжем за вторую перемычку. Достаточно тут туго сейчас попадать. Таким образом, по длине всего ремешка всегда будем вязать за вторую перемычку столбиками без накида. Внимательно смотрите, тут можно иногда пропустить поначалу, не особо видно. Вот видите, тут если приглядеться, вот он столбик,
И как бы его ножки, да, они вот чуть-чуть раздвинуты в разные места. Вот одна его от столбика ножка, вот она вторая. В нее мы вяжем. Смотрим, вот он следующий. Вот она одна ножка, вот вторая. Вот следующий столбик. Столбик, в принципе, легко определить. Вот как бы тут вот эта часть верхняя столбика, да, и ниже идут ножки. Далее, вот он. То есть мы не делаем никакого соединения, просто вяжем до нужной нам длины. Смотрим, вот где хвостик, вот она одна нога. Вот он столбик, вот одна ножка, вот вторая. Вот он, наша ручка уже начинает, да, так зажиматься, такая придала уже форму, так скажем. Мы уже видим, как у ручки формируется узор. Таким образом, всегда за вторую петлю, вот она, да, мы всегда вяжем за нее до нужной нам длины. В процессе вязания уже можно всегда понять, где вторая петля. Вначале, к сожалению, не очень хорошо видно, а вот дальше уже все хорошо заметно. Можно отличить. Вот такая ручка для сумки у меня получилась. В последнем ряду нам не нужно обвязывать весь ряд. Мы примерно смотрим, где у нас было, то есть, да, наше начало ряда, и обвязываем наполовину. То есть прикладываем вот так и смотрим. Нам вот можно еще вот здесь, вот в этом месте провязать и уже закончить ряд. Еще вот эти. И вот так получается. Вот это место, оно так и остается. Вот так. Далее отрезаем ниточку. Я отрезать не буду. Для достаточной длины отрезаем, чтобы потом пришить нашу ручку к сумке. И хвостик полностью вытягиваем из последней петли. Все, наша ручка для сумки готова. Спасибо за просмотр.